Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Выполняю просьбу тех, кто хочет увидеть, как я формирую баклажаны. Ну, у нас есть 4 баклажана, которые уже были раньше всех посажены. Это были большие горшочки. Смотрите, мы уже тут снимаем урожай первый. Ну и формировку начинаем с того, что мы должны обязательно... Это баклажан Валентина. Вот видите, какой он красивый. Они длинные такие, ну, в землю воткнулся носом, и чуть-чуть другая форма у него неровная. Ну, теперь главное, вот мы забрали уже напряжение куста, и теперь будем формировать. Значит, это баклажан у нас получается теплица, здесь полутень, к сожалению, вот такие условия. И что нужно делать для того, чтобы иметь этот баклажан растет выше меня? Я вот подвязала веревочки. И для основного стебля... Вот смотрите, мы его вот так. У меня получается, я формирую как деревцо. Вот. Вот один. Сюда надо будет еще потом подвязать. Так. Этот мы сюда возьмем. Смотрите. Сначала вот эта формировка, подвязка. Я пока закручиваю. Я хочу показать принцип. И вот тут у нас еще один. То же самое. Так, ну а теперь беру ножницы в руки. Вот, и начинаю обрезку. Значит, снизу старые листья, как всегда. Они уже даже видны, что они отработали свое. Эти старые, уже все. Я их обрезаю. Вот таким образом. Они тут не нужны. Вот этот такой побег у нас. Но здесь будут баклажаны даже, видите? Оставляю побежек, я ему даже подвязочку сделаю. Сейчас его подвяжу вот к этому стеблю, вот так вот, для того, чтобы он не отвалился. Они любят потом, если растут, и отваливается. Вот, здесь есть место, здесь много. Далее смотрите на этот стебель. Вот побег, да, смотрите, пасынок. И дальше выше баклажан. Я этот пасынок обязательно убираю, потому что он забирает на себя питательные вещества, а баклажан не растет. Далее идет баклажан, снова же, смотрите, снова идет, мы его вырезаем, пасынок, баклажан, вот здесь тоже очень важно, снова идет пасынок. Ну, здесь можно просто его убрать, а здесь очень важно, смотрите, оставляем только один цветочек, этот убираем. Все, вот видите, пасынки убрали. Здесь 1, 2, 3 плода дальше. Дальше идем по этому вот побегу. Здесь, смотрите, тоже есть у нас и побег. На побеге баклажанчик. Ну, это у нас пасынок. Снова же пасынок, смотрите. Он нам не нужен. Он только будет забирать питательные вещества вместо того, чтобы нам формировать вот этот баклажанчик. Далее мы потом будем еще подвязывать. Ага, вот тут все. Значит, 1, 2 здесь пока предостаточно. И будут идти вверх. Здесь у нас получился тоже побег. Мы его подвяжем. Здесь очень хорошая земля, подготовлено все. Органики достаточно, смотрите. Поэтому я оставляю как деревцо, формирую. Здесь у нас ничего. А здесь очень важно тоже сделать. Важное. Вот это побег, который потом будет забирать все питательные вещества. А здесь снова же тоже, видите, 1, 2, 3. 2 недоразвитых, мы их убираем, потому что нам нужен плод. Здесь нужно будет подвязать. Идем дальше. Сейчас вы увидите в конечном итоге, какое хорошее деревцо. Старый лист убираем. Кстати, тут тоже можно старые листья в середине убрать. Они не нужны. Они тоже любят вот баклажаны, чтобы проветривание было. Здесь та же самая ситуация. Смотрите, идет побег, да, чтобы видно было. Вот он. Здесь пасынок. И уже плод. Мы убираем этот пасынок. Здесь что у нас? У нас тут очень интересная ситуация. Пасынок, ну, недоразвитый плод. Но зато дальше хороший. Я его убираю. Потому что вот эти маленькие, тоненькие плодики, они не дают результата. Далее, здесь же тоже еще одна веточка, тоже, смотрите, тоже есть
пасынок убираю. Здесь такая же ситуация. Вот сейчас уже тепло установилось, и они начали расти и формировать плоды. Пасынок убираем, и вот, видите, этот оставляем, а вот этот маленький убираем. Здесь тоже у нас все, вот как уже красиво просвещается все. Далее, что здесь делаем? А вот этот, смотрите, пасынок, я его вообще удаляю. Вот, и мы здесь освещаем все. Еще лист убираю. Так, это тоже убираем. Теперь вот очень интересная ситуация. Даже сам баклажан. Смотрите, здесь пасынок уберу сначала. Здесь баклажанчики маленькие были. Но сюда все пошли питательные вещества. И баклажан просто-напросто сбросил лист. Так, здесь пасынок убираем. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Ну вот здесь тоже очень много. Можно было бы убрать, но я не убираю, потому что здесь, смотрите, здесь у нас снова же вот эти меленькие плодики. И в зародыше пасынок. Мы его выломали. Цветочек. Очень хороший плодик. Даже два. Значит, что я делаю? Я беру, обрезаю этот и убираю пасынок. Сразу. Почему я так делаю? Я стараюсь сделать все в дни, когда можно обрезать. Впереди новолуние. Можно это все сделать. Снова же здесь еще одна веточка. Мы ее оставили. Здесь был в зародыше, видите, маленький цветочек. Мы его тоже срезаем. Ну, здесь будем дальше смотреть, когда будет дальше развиваться ситуация. Здесь вот тоже, видите, маленький пасынок убираем. Что у нас здесь? У нас пока здесь ситуация есть плодик, но мы оставляем. Вот придется еще пару веревочек привязать, потому что они тяжелые, плоды, видите, какие крупные. Баклажан Валентина вот такой он, как дерево. Ну вот смотрите, этот баклажан и вот этот баклажан, который тоже должен сейчас стать вот таким же, как этот. Деревцо должно быть. Так, вот этот мы обрезаем, баклажан. От холода, от разных перепадов, видите. Ну, по крайней мере, у нас на икру есть. Вот еще один, смотрите. Мы его тоже обрежем. Сегодня у нас икра баклажанная, заморская. Что вот пришлось еще одну веревку подвязать, потому что здесь довольно-таки большой у нас побег один. И я думаю, что вот здесь нужно будет тоже подвязать. Принцип тот же, как и на томаты. Делаем один из морских узлов, чтобы удерживать. Обязательно баклажаны тяжелые у нас. Валентина. Это голландский сорт. Очень хороший. Вот. Удерживаю. Несколько этих делаю таких вот этих морских узла. И чтобы удерживать, они будут подниматься. И смотрите, теперь этот уже у меня не упадет. Что мы делаем? Ну, вот этот что-то тут съела. Мы это заберем. А съела у нас эти пчелы дикие. Здесь с краю в теплице нижние листья обрезаем. Это пока туда. Так, что здесь еще? Здесь тоже этот старый лист обрезаем. И с середины тоже. Очень важно, чтобы был воздух, чтобы сквозняк по ногам шел. Это посленовый. Смотрите, какая здесь красота. Но надо с этой красотой разобраться. Итак, один есть плод, второй плод. А эти вот плодики и пасынок нам не нужны. Поэтому я их срезаю и оставляю вот один. Видите, сколько лишних. Когда я только начинала, я оставляла все плоды, и потом они были миленькие. И, естественно, мало урожая было, они задерживали урожай. Поэтому не жалейте. Хотите хорошие плоды, нужно обрезать лишнее. Оставляем вот один, два. Далее здесь веточка у нас пасынок идет. Сейчас я покажу. Вот он пасынок. Его можно маленьким очень легко в зародыше поломать. Снова же плодик идет. Все это оставляю здесь. Еще одна веточка здесь же. Тоже красота, да? Значит, мы эту красоту обрезаем. А здесь тоже красота. Это тоже питательные вещества. И я их тоже обламываю, эти пасынки. И здесь тоже, кстати, можно сразу же вижу, что есть вот этот красивый маленький цветочек. Мы его сразу же и обрежем. Вот. И теперь вот на веревочку закручиваю. Вот так вот. И этот у нас будет держаться побег. Вот.
То же самое дальше. Просто я хочу вам еще, чтобы вы видели, чем больше показываешь, тем лучше. Ну вот здесь, смотрите, нижние листы убираем, они уже старые. Так, теперь здесь у нас средние побеги, пасынок, видите, я оставила. Но оставила почему? Потому что было холодно и непонятно, что с этими растениями будет дальше. Смотрите, пасынки убрала, здесь один плод, здесь ничего нету, но здесь у нас очень хорошо идут дела. Но вот этот пасынок я убираю, вот он. А вот этот уже большой пасынок, передержка. Но ничего страшного, мы срезаем. Смотрите, шикарный будет плод. Дальше смотрим. Ага, вот он, пасынок в зародыше. Мы его убираем, оставляем один цветочек. И сейчас я на эту веревочку вот таким образом аккуратненько, чтобы цветочки у нас остались целыми и невредимыми. У нас 2 побега уже есть. Сейчас мы перейдем сюда, на эту сторону. И с этой стороны тоже сделаем все операции по очистке лишнего. Итак, что здесь? Здесь, смотрите, я листья обрезаю старые, и здесь можно тоже. И они в середину, и они просто замыкают здесь. Здесь, кстати, есть лист на лист, вредители собираются. Я уже видела здесь с краю теплицы, уже видно было, что появился клещ, было очень жарко. Я обработала уже скарадоем, и очень хорошо, что это сделала, потому что было бы очень плохо, если бы я это не сделала. Далее, смотрите, этот побежек у нас, ну вот упустила пасынок, да? Ну вот оставляю, вот это главный у нас идет побег. Мы с ним сейчас сначала разберемся. На главном побеге у нас вот пасынок. Вот мы его сейчас достанем полностью. Мы его обрезаем. Обрезали цветочек. Здесь то же самое. Видите, этот баклажан любит еще дополнительно цветочки себе формировать для красоты. Здесь у нас предостаточно. Вы знаете, я его обрежу. Вот так. И не страшно будет. Вот. Теперь вот внизу, смотрите, теперь, чтобы видно было. Вот здесь пасынок. Мы его обрезаем. Он нам не нужен тут. И здесь тоже пасынок. Он даже без действия. И этот пасынок не будет расти. Он нам не нужен. Здесь получается один плод, второй, третий, четвертый на этом побеге. Отлично. Теперь у нас еще вот эти сбоку 2 побега. Смотрите, этот плод, он желтый, он не жизнеспособный. Не нравится он мне. И, ну вот, этот можно оставить. Вот. Но мне не нравится эта веточка вообще. Я ее обрежу. И не жалко. Почему? Да потому что получается, что у нас здесь сейчас тоже ему надо будет подвязать. Здесь, смотрите, сколько много всего. Просто на растение не вытащит это все на себе. Смотрите, здесь пасынок убираю. Здесь снова история с цветочками. Ну, любит Валентина. Женское такое имя Валентина. Здесь обрезаю и здесь обрезаю. И обрезаю вот здесь пасынок. И смотрите, у нас этот кустик, как он красиво заиграл. Как хорошо теперь все видно. Во-первых, пространство внизу, плоды, везде все сформировано. Ну, а вот на земле то, что лишнее наросло, мы его выбросим. Вот такой куст у нас получается дерево. В виде дерева вот эта формировка Валентины. И мне очень нравится. Это не первый год, мы уже 3 года Валентину выращиваем. Мне очень нравятся длинные, очень вкусные. Не горчат плоды, долго сохраняются. Вот такая тема. Я ответила вам на вопросы, как я формирую баклажаны. Но у меня это голландские баклажаны. Если же у вас обычные, простые, то там только снизу листья обрезаете, которые соприкасаются с землей. И все. Дальше сам баклажан формирует то, что он должен сформировать, если хорошие условия. Есть вода, есть тепло, тепло сверху, тепло в ноги. Не спешите мульчировать, пока не прогреется почва. Прогрелась почва, тогда мульчируйте. Ну, естественно, внекорневые подкормочки любят и поливы, но не переливы. И всегда нужно защищать баклажаны. У меня трихофит, триходерма против болезней. И внизу обрабатываю почву. И вот скарадоем, и подкормки. Подкормочки, фосфор, калий сейчас. Вот то, что нужно растению для того, чтобы формировать
хорошие вкусные плоды баклажан Валентина. Вот такой красивый. Раиса Греченко, Александр Велик идут печь баклажаны. Помидоры у нас есть, перец тоже уже есть. Будем готовить манжечку по-бессарабски. Очень вкусная манжечка. Идем, уже прямо пахнет нам. Мы прощаемся с вами. Всего, Сандра. Слюнки уже текут. Да, все. Пора заканчивать. Завершаем. Прощаемся с вами. До следующих встреч на нашем канале. Пока-пока. Удачи вам.